Ребят, смотрите, где мы находимся. Можно бесплатно посмотреть в планетариуме под таким куполом на звезды, на черные дыры. Ребята, посмотрите, где мы находимся. И мы уже стоим почти в середине нашего дома. Я не могу, я в шоке. Тут вот, где лестница, там будет туалет. Я думала, кухня будет реально больше. Что такая маленькая? И вот посмотрите, какой будет офигенский гараж. Я реально думаю, что нам еще 1,5 года где-то ждать. Что вырастет, то вырастет, вдруг реально будут помидоры. Смотрите, нету вообще ни желатина, ничего. И какой он плотный. Вот эти вкусные. Вот эти мы не пробуем. Давай сейчас попробуем. Посмотрите. Но он больше, он офигенский. Наконец-то мы дождались долгожданную посылочку. Мы ее хотели какое-то время. Да. Даже предысторию А рассказывали. мы рассказывали, сколько стоит в магазине? Рассказывали? показывали, да? Давай, не показывали, рассказываем, давай повтори. Ну, типа в магазине стоит 120 злотых, мы видели где-то в Ашане, Да. а на Allegro 76. Угу. Что Может. такая разница? И тут вот целый Это набор. весь набор. Мы не сказали, что это ветчиница. Ну да, шинковар. Ветчиница, это Сашина мама нам Где-то, посоветовала да, тут где-то килограмм мяса можно засунуть за... замариновать, зашпиговать, туда навсовывать. Ну, есть разные производители, но этот самый такой Ну, мне кажется, он какой-то... самый популярный, он даже в Ну Ашане да, продается. они делают свои всякие приправы, соль, пекловую вот эту, типа Да. нитритная, наверное. У нас есть нитритная. Она, кстати, пекловая, вот эта соль нитритная, она тут продается везде, даже не только в Ашане, я видела и в Лидле, видела и в Бедронке, ну, Ну, практически везде видела. Инструкция, рецептов нет. Ну, там рецептов. температуры для разного Ну, рецепты мяса. в интернете Потому что тут посмотрим. набор, есть пакеты и есть термометр. Да, вот это интересно. Я читала там в интернете, что можно только в кастрюле, но нам говорят, вот классно. И показано, какое Мгм. мясо, на какой На какой температуре температуре? должно дойти. Но еще я видела в интернете, что можно в духовке. Но у нас нет такой большой кастрюли, поэтому мы в духовке будем делать. Попробуем, по крайней мере. Мне это очень интересно. Нержавейка, Да. засовывается все мясо, И можно мыть в посудомойке. засовывается так, Да. и потом прижимается. Прижимается, и там вот как раз А как есть фиксируется? вот такие штучки, вот оно так. фиксируется. Да. О, так вот. Не знаю, видно их? Вот такие И штучки металлические. засовывается. Не так. Не так. А как? Это типа как Ну, такая Окуляр. защита. и вот так. Мгм. И контролируешь себе, пока дойдет. Балдеж. Супер. Вообще, мне А кажется, это топовая пакеты, вещь. чтобы не прилипало к металлу. Ну да. И в посудомойке можно мыть. Вообще очень клево. Я так рада. Вообще, мы уже мясо накупили. Будем после вечеринки будем пробовать. Будут у нас домашние классные бутерброды. Вообще классно делать что-то самому дома, вместе придумывать что-то. Нам слушай, такое нравится. Так, это кто? Это что за новый житель? Называется «Женское счастье», между прочим. Счастье полные штаны. У меня там еще огород на подоконнике, но это я уже потом как-нибудь покажу. И вот это я вчера купила растение, не могу, оно такое красивое. Называется «Женское счастье». Как по-польски, я не помню. Ты не помнишь, как по-польски? Я вообще шидло Скшидла что-то. крем Скшидла крем. какой-то. Что-то скшидла было. А там аккуратно. Нету уже. Это была упаковка. Да, на другая. упаковке. Короче, неважно, если вам интересно, прогуглите. Ребят, смотрите, где мы находимся. Почти в центре Лоди. Ну, в общем-то, мы возле планетариума. Оказывается, что для жителей Лоди можно бесплатно посмотреть в планетариуме под таким куполом на звезды, на черные дыры, типа как кино 3D. Для обладателей карты Лодзянина, кто платит налоги, живет раз в год, ну вот с этого года, ввели в зоопарк, в аквапарк, вот этот ЕЦ-1 можно прийти, ну, планетарий самый интересный на данный момент, но зоопарк, аквапарк мы тоже, наверное, воспользуемся еще. Ну да. Так что И, кто ну, живет... это все только надо в кассе, поэтому онлайн не получилось, мы идем взять билеты назад, попытаться.
Так что кто живет в Лоди, и обязательно делайте эту аппликацию Ладянина, и можно будет всякие приколюхи потом ходить там, не знаю, вот как мы сейчас пойдем в планетариум, потом мы как-нибудь сходим обязательно в зоопарк. Кстати, тут очень классный зоопарк. Он отреставрирован, буквально его отреставрировали в то время, когда мы переехали. Нет? Что-то такое там прям близко было. Там такие пингвины офигенские, выдры, слоны, жирафы. Мы обязательно пойдем еще этим летом. Сейчас идем, возьмем билеты в планетариум и расскажем вам. Завтра пойдем как раз посмотреть, расскажем вам, каково там, классно или нет. Я думаю, что нам очень интересно, потому что билеты разбираются быстро. Ребята, посмотрите, где мы находимся. Мы приехали посмотреть на свой дом. Так нам позвонил девелопер и сказал, что уже готов как бы полностью первый этаж с крышей и лестницей. Ну, естественно, нам стало это очень интересно. И мы уже стоим почти в середине нашего дома. Я не могу, я в шоке. Сашка, что скажешь? Ну, хотелось бы чуть больше прогресса. Ну да, хотелось бы больше прогресса все-таки. Не, ну он есть. Ну, он есть, но за 1,5 месяца, я думала, будет больше прогресса. Ну, мы как бы стоим в доме, но я боюсь пройти дальше, потому что, ну, все-таки это стройка, мы без специального как-то снаряжения на нас. Но вот я вам сейчас покажу, мы стоим буквально, получается, в зале. В зале кухня и лестница. Вам сейчас покажу, что происходит. Не знаю, интересно вам будет или нет, но вот я, получается, нахожусь вот в этой przestrzeni. Тут будет такое вот большое окно, выход вот к соседям. Это тоже вот соседи, у них, получается, здесь гараж. У соседей вот здесь гараж с окошечком. Гараж, который стоит 140 тысяч. Мы не брали. Я уже говорила много раз, еще раз. Ну, просто обидно, что он стоит 140. Мы бы взяли, если бы он стоил, как Саша говорила, там 50-60. Да, мы бы взяли тоже его, но он тут, получается, он офигенский, он большой, он с крышей, он классный, с окном. И плюс там еще, получается, гараж, он сам по себе широкий. И вот тут еще кладовка. Вот тут вот. Ну, так что тут реально классно. Еще должны зелень это все срубить. Но это все настолько потом, вот эти елки. Я надеюсь, что их срубят. Ну, потому что не очень бы хотелось Так там на даже своей нет выхода. территории. Ну да. Там прям дерево на террасе. Ну да, ну и Планируемый. мы еще не спрашивали, но я думаю, это все Ну, удалят, да. потому что мы смотрели у соседей, у них этого ничего нету, наверное, удалят. И самое, что нам понравилось, почему мы еще выбрали эту локацию, потому что сзади ничего строиться не будет, просто вот этот вот лес, он нам и останется. Ну не нам, в смысле, не будет соседей, которые будут смотреть тебе, дышать тебе в окна. Ну короче, вот так вот выглядит уже. Вот это przestrzeń, это будет тоже как окно, и можно будет выйти сюда сбоку и гулять. Ой, ладно, давайте я вам дальше покажу. Вот лестница. Лестница уже сделана. Тут под лестницей, вот тут вот, где лестница, там будет туалет, ванная. По плану, насколько... Какая ванная? Туалет. Ванной там не будет. Тут Там будет максимум рукомойник. рукомойник. Ну, реально будет... Тут, наверное, унитаз, тут небольшая раковина, ну все, больше ничего там не вместится. Там прихожая, понятное дело, отдельно. Тут под лестницей будет 2 таких шкафа. Я знаю, они оставляют. Ну, это место для хранения или еще что-нибудь. Ну и вот, получается, вот такое огромное окно, чтобы выйти на свою террасу. Терраса огромная. Ну, как огромная? Я же так преувеличиваю, конечно. Не огромная, обычная. Я не помню, сколько метров. Ну, в сумме 270. В сумме 207. Не, ну и тут же еще у нас будет Не так много плохо. Для места. таких Нормально. домов это Да. хорошее. Да и для нас, Возможно. что нам, ну, нам прям... Мы не будем, знаете, огороды картошек сажать. Вот стена, где будет телевизор, я думаю. Ну, все как у всех. Диван, там что-то будет. Наверх поднимаешься. Ну и кухня. Честно говоря, и вот тут еще будет спижарня. Вот тут должны достроить. Тут еще должна быть спижарня. Вот, ну не знаю, ну не знаю, сколько там метров. Ну такая небольшая комната, кладовка. И получается, что у нас кухня будет длиннее,
из-за вот этой спижарни. И у нас будет прямо окно в кухне, тоже очень классно. Но мне почему-то в моих воспоминаниях казалось, что кухня больше. Она такая какая-то небольшая. Сашка, да? Вообще все в целом выглядит маленько. Дом, получается, 100 метров, но из-за того, что он двухэтажный, если бы он был jednopiętrowy, он бы был, конечно, огромный. Партеровый. Партеровый. Называется. Да, партеровка. А так как он двухэтажный, то там будет только наверху будет еще 3 спальни, одна большая ванная и гардеробная. Вот. Вот так. Ну, интересно, конечно, да? Ну, Сашка какой-то недовольный, мало места. Мы реально думали, что больше места. Хотя мы уже смотрели, Ну да, видели, мы просто забылось, знаете. Просто кажется, 100 это Ну, много. Да. Ну, блин, я думала, кухня будет реально больше. Что такая маленькая. А вот дом с другого ракурса мы обошли. Лестница большая. Ну, не знаю, лестница. Но хотя бы вот так вот больше видно. Еще окно должны заложить. И тут с этого ракурса дом кажется уже не таким маленьким. Скажи. А вот соседи. Ёптель-моптель, уже соседи. Интересно, вы купили дом соседи или еще нет? Может, купят потом. Но у них вообще классно, у них с гаражом. Вот мы гуляем по нашей будущей территории. Уа! Тут так все неприятно. Я же в босоножках красивых. И он нам говорил, что хочет продать вот эту территорию. А может это и по-другому уже что-то строится? Ну, чтобы, ну, не знаю, продал он или не продал, но, короче, тут еще будут Ну, это как-то соседи. по-другому выглядит. Не, ну там то же самое, с То есть гаражом. Как будто то же самое строится. Не знаю, похож. Давайте я вам покажу, как у соседей будет гараж. И вот посмотрите, какой будет офигенский гараж. Огромный, он реально очень большой. Плюс можно будет с дома зайти в этот гараж. Гараж отдельно от дома. И, ну, очень классный, конечно, гараж. И тут я уже говорила, тут еще такая вот часть для хранения. Ну, то есть там свои дела хранить. Не, очень круто. А, ну еще я спросила Сашу, сколько будет территории? Ну не вот столько, должно быть дольше, длиннее, нет? Потому что вот этот кусок это мало, мы не согласились бы. Как будто оно должно было быть еще вот, я не знаю, вот может до того дерева. Около метров 8-10. А. Вперед. Еще вперед Еще метров на 8-10. Угу. Может, он до того, наверное, дерева? Сколько это? 8? Вот так. До того? Ну, где-то вот не до того маленького, а вот где-то так должно быть. Это, скорее всего, еще вот. Ну там, где вот, мне кажется, вот где перекопано. Плюс-минус. А, ну вот где-то там, да, до перекопа. Ну, короче, вот так, ребят. У соседей уже тоже лестница. У них мы, получается, будем соседствовать лестницами. У соседей тоже будут лестница. Ну, у них все то же самое, как у нас, только что плюс гараж. Я уже говорила, я завидую, там далее, гаражу. Но ничего. У нас тоже будет хорошо. У нас тоже будет 2 парковочных места, за которые мы не платим, они уже входят в стоимость дома, что тоже классно. А если покупать квартиру, то надо парковочное место покупать отдельно. Но очень огромное окно, не, Саш? Будет светло. Офигенски, будет светло. Тут, конечно, у нас будут перегородки. Вот это вот дерево, конечно, жалко удалять. Может, его оставим? Да? Вот это вот дерево классное. Вот этот бурьян все уберут. Вот. Надеюсь, что через 1,5 месяца приедем, уже будет 2-й этаж. Ну, не готов, но хотя бы что-то. Но уже, конечно, вообще прям уже такие ощущения, знаете, приятные. Уже что это прямо стены, уже и кухня, можно представить себе, вырисовать, что будет. Ты что скажешь? Обладатель. Ждем. Нам еще годы. Я реально думаю, что нам еще 1,5 года где-то ждать. Обещала вам как-то показать, как мы делаем домашнюю колбасу. И вот один раз мы уже сделали, нам очень понравилось. Тут курица и индейка. А первую мы делали курица и свинина. Было очень супер нежно. Вообще, вот просто, ну, просто очень вкусно. Знаете, вкуснее, чем покупная колбаса. Ну, честно говоря, это делается, ну, без особого моего участия. Поэтому я это делаю уже 2-й раз.
Вот за 2 недели мы уже делаем второй раз. Быстро съедается, там на завтраке очень классно, вкусно. И не нужно может, это чуть-чуть и дороже, конечно, получается, чем, покупная, потому что надо купить, у нас тут грудка, например, индюк, он немножко дороже. Но на самом деле это намного вкуснее. Ты знаешь, что ты туда добавляешь. Нужно, получается, вскипятить воду вот до этой температуры, до 80-90, и потом держать около 3 часов вот эту ветчиницу в горячей воде, вот до температуры 70. Ну, типа вот тут обозначено. Ну, очень вот для чайников просто обозначено. Мне удобно. Вот как раз для меня. Еще вот такой пресс есть. Тоже надо вот так спрессовать, потом накрыть. И все, и варишь 3 часа. Ой, классно. Сюда можно добавить кило 300. У меня еще остался вот фарш. Я его заморожу в следующий раз. И на другую колбаску. С чем-нибудь смешаю, и будет на другую колбаску. Еще хотела сказать, что мы добавляем нитритную соль. Нитритная соль, можно ее не добавлять, но я решила добавить. Она, там, не знаю, на килограмм 15 грамм можно этой соли. Куча разных приправ, поэтому такое вот красное. Я, чтобы было сочнее, еще во время марината добавляю воду, чистую, вкусную, чтобы она пропиталась. Не знаю, вода очень быстро впитывается, и она потом такая сочная курица получается. Короче, вот. У меня тут бедрышки, куриные бедрышки. Вот. Как получится, тоже вам засниму результат. Но это будет завтра, потому что она еще должна остыть. Мы так давно не снимали, что я даже, наверное, вам и не показывала свой огород. Я в экшене купила вот такие семена. Ну и там внутри были вот такие баночки, и можно посадить было, и вот потом вот такой у тебя урожай получается. У меня здесь не принялась орегано. Ну, вот так вот оно выглядит. Я держу до последнего, думаю, может, хоть одна веточка вырастет. Это у меня чили-перцы. Я тут оставила для себя напоминание, чтобы помнить. Помидоры, я вам сейчас покажу, я их уже пересадила. Вот это тоже буду пересаживать, перчики. А вот это, как я понимаю, у меня руккола. Тоже вот только это принялось. Подождем. И вот помидоры, посмотрите, черики мои, их пересадили, не знаю, мне тут пахнет помидорами. Не знаю, что будет, ну, что вырастет, то вырастет. Вдруг реально будут помидоры, вдруг реально черики будут. Они, посмотрите, уже какие большие эти растения. Я их пересаживала, они вообще были маленькие-маленькие. И лидловский или бедронковская мята. Тоже пересадила, растет. Я от себя в шоке. У меня обычно все пропадает. Тут такой огород. Ребят, как и обещали, хотим вам показать результат этой ветчиницы. Короче, открываем. Надо аккуратно, потому что там Сейчас пружина. Как херакнет. О, посмотрите. Видите, вот жидкость. Поэтому я подготовила уже сразу и мисочку. И вот эта жидкость, ну, она как бы, это нормально. Мы уже делали один раз ветчину, эти соки. Плюс я же воду добавляла в фарш, чтобы сочнее было. И вот эти соки, они выделяются потом. О. А ну, как бы не вода, а такая, не знаю, желейка такая, видно. Ну, это без Да. всяких желатинов. Без Если есть желатина, желание, да. можно добавить, и будет внутри желе. Ну, конечно, можно и внутрь добавить, ну, такую вот, как Саша сказал, желатин, чтобы оно хорошо между собой вот это вот склеилось, мясо. Но на самом деле, ну, наверное, благодаря вот этой пружине, и когда вымешиваешь, фарш так склеивается, я вам сейчас покажу, какой он будет плотный. Пойду это вылью пока. Ну и вот такой батончик у нас получился. Изначального фарша было, я уже точно не помню, мне кажется, кило 100, кило 200. Вот так. Можно взвесить. Я тут надела перчатки. Обнуляем, поднимаем. О, 900 грамм. Ну, где-то 200 грамм вытекло жидкости. Ну, мы уже показали. Ну, кстати, эту жидкость ни в коем случае не выкидываем, не выливаем, потому что ее классно будет потом в какой-нибудь соус или в кашу, какой-нибудь макароны сварить и эту подливочку добавить макароны. Попробуем. Да. Ну, мы не пробовали раньше. Ну, мне кажется, будет Ну, вкусно. вот. Да. Короче, сейчас попробуем на вкус, порежу и попробую. А, я, кстати, еще хочу порезать вот напополам, чтобы в эту миску вместилось. Ну и прошу забачить. Смотрите, нету вообще ни желатина, ничего. И какой он плотный. Офигенский, да? Ну, может, кстати, с желатином, чтобы вода чуть-чуть задерживалась внутри, Да. это и сочнее, вкуснее будет. Ну, Ну, не знаю, попробуем. мне кажется, оно и так должно быть сочно.
Сейчас порежу. Вот одну. Ну, плотно очень, может быть, да. Сейчас я Сашулька попробует. И я. Не сочно? Ну, я хотел сказать суховато. Да? Да. А мне сочно. Ну и вот смотрите, вот такие делать утренние бутерброды. Не надо покупать эту ветчину. Посмотрите, какая она красивая вообще. Всякие прожилки, приправы, офигенская. У меня мариновалась 2 дня. И поверьте мне, это очень вкусно на хлебец. С кофечком. Вообще офигенский. Утром перед работой или бутерброд взять с собой на работу. Или просто Сашка как утром ест. Балдежно. Ну что, я пришла после работы, ребят. Уже дофига времени. И посмотрите, что меня ждет. Распаковка, Работа. распаковочка. Не буду петь, потому что Саша обычно такое лицо делает, такой, опять эта песня. Да все поют эту песню, когда делают распаковку. Ладно. Короче, у нас тут очень интересно. Вот это самое интересное лично для меня. Это поэтому оставим на потом. Ну и вот эти, да, раскроем. Мгм. Какую хочешь? Большую сначала Да. или вот эту? Большую? Да. Так, еще один пришел, флафик этот. Увидела, точнее не увидела, а мне моя подружка скинула фотку, что в резервд, ну этот магазин, продается майка с чупсиком. Я уже Саше скинула ссылку, говорю, мне надо, заказывай. Ну, сейчас вообще какие-то грандиозные скидки летние начались. Итак, ребзя, это посылка немножко даже, ну, точнее, немножко, даже для того, чтобы мы поехали в отпуск. Это как бы в основном для хайкинга предназначено. Ну, Посмотрите. попробуем. Ну, мы попробуем пораньше, тоже. наверное. Я не знаю, кто-нибудь пробовал? Дайте этому собаке понюхать. Чё? Ну, классно? Все, понюхай. Э, Он слышит, что шелестит, и поэтому отвлекает. Значит, короче, вот тут много видов. И Сашка заказал. Ну, их вышло несколько А новых. почему мы вот не эти вот пробовали. без упаковки, а Просто эти... это, ну, это же большие, а там А. маленькие шрифты. Ну, я вообще раньше очень любила, ну, что-то забросили их. Но они классные, их с собой брать, они без сахара, они на основе сухофруктов, орешки, сухофрукты, и всякое такое, и нету сахара, что вообще офигенски. Но они понятно, что они и так калорийны, потому что тут орехи, тут М. сухофрукты, поэтому они сладкие. Вот этот с миндалем, тут миндаля 15%. Целых. Это энергетические. Да. вещи. Потом мне вот этот интересно, потому что вот эти кокосовые я еще никогда не пробовала. Ну, короче, вот такие виды. И сейчас хоть бы подарок разочек положили. Дополнительную одну конфетку. Посмотрите, что происходит. Это типа прям такой сет. Ну, он Да. продавался сетом, я не думал, Уа! что оно прям в коробке так упаковано изначально. Надеюсь, 3 выпало, 3 нашли. Вот эти офигенские, вот эти сникерсы. Вот просто попробуйте. Они очень вкусные. Там такой черный шоколад, он офигенский. Вот эти мои были number one, когда я тоже, мы их раньше покупали. Смотрите. Ой, блин, тут Вот это более классические Я- виды. разорвала. Ну, давайте я уже открою, раз так разорвалось. Тут самое интересно. Эти почти все мы пробовали, но не все. Вот потом. это топ, это мы пробовали, вот это вкусный. Вот этот вид тоже очень вкусный. Вот это такие кокосы. Да? И такие Не, это кокосы, и другие. Ну, такие. я ж разные брал. Вот эти вкусные. Вот эти мы не пробовали. Блин, давай сейчас попробуем. Вот эту я никогда не пробовала. Вот смотрите, вот как они выглядят. Ну, Вот это так. финики в Да, основном. там финики база. сладкие. Обычно. Не, не Там офигенские. как киндер, Мгм. расцветка. Или как что? Ну, да, как По-моему, да, киндер, похоже. но по вкусу не как киндер. Ну, Офигенский, очень офигенский. Вообще. Топ 10 из 10. Ну, база финики. Вот они очень чувствуются. Вот эти тоже мои любимые. Тут, в принципе, все
который Тебе не мы... нравилось, по-моему, кофейный какой-то? Да, мы его и Латте? не заказали. Ну, ну, я брал, чтобы все были более-менее хорошие. Ну да. Ну вот И это с сетом выгоднее так мы получилось. тоже не пробовали этот вид. Да, пожитковый. Божечковый. Смотрите, как они вкусно пахнет. Они все одинаковые. Ну да. Ну, короче, эти пожечки мы тоже не пробовали, я думаю, вкусно будет. Короче, подвинь. А, смотрите, что у нас появилось. А мы не показывали? Мы не показывали. О, Это массажер. Это Саше подарили на день рождения. С разными насадками. Их куча тут насадок разных. И мы делаем вот так вот массаж. Просто. Ноги, руки, там, шея и так далее. Топ. 10 из 10. 10 из 10. Вот это палецам. Очень классно. Так, первая распаковка прошла. Блин, вот эту я, конечно, ждала. Мы заказали когда? Когда ты заказал? в субботу. В субботу, сегодня вторник. Мне кажется, надо предыстория. Надо? Или не надо? Надо понюхать. Надо понюхать. Przede wszystkim надо понюхать. Ну идем наверх. Садись. Залазь. Идем, залазь. Залазь сюда. Залазь, зампри. Ну, я ж тебя зову. Еще закрыто. Короче, давайте я по-быстрому просто предысторию расскажу. У нас есть планшет, которому 1000 лет. Он еще и привезен из Беларуси. Этот планшет еще подарили когда-то Саше на прошлой работе. Очень классный. Но в нем запала кнопка, которая увеличивает звук. Ну, так задолбало. И плюс ко всему, ко всем минусам, это еще iPad. iPad это окропно просто для того, чтобы смотреть YouTube. Либо тебе нужно платить, чтобы YouTube был классный, файный, элегантский, либо, не знаю, можно это говорить или нет, но у нас взломанная версия. И вот расскажи сам, с этой взломанной версией, она получается, Ну надо и постоянно обновлять или борются. еще что-то, там Там борется с пиратством. эффективнее, чем на андроиде Да. борются. И мы поэтому решили, раз там уже столько минусов, его мы продадим, а мы еще его не продали, потому что мне же надо что-то смотреть. И мы купили новый iPad. Ой, Только, iPad! ну, Android. В смысле, Android iPad. Но такой, Смотрите, как посмотрим. клёво. Для наших целей Ну. должно быть достаточно. До каких целей я YouTube смотрю? Ну, Не родись поэтому красивой он свою такой, смотрю. среднего сегмента. Ну. Ну, мне-то что главное, чтобы... А, ну и плюс он уже меньше держит Он же эту заметен, зарядку. да. Да. Но он уже очень старенький такой. За ваше здоровье. Очень вкусно. Так что распаковка Redmi Pad 2. Он стоил недорого. Сколько? 500 с чем-то? Да. Ну. Ну, там в разных магазинах, но М. мы Ну, вообще это... купили на Kaufland Marketplace. А, да, ты рассказывал. Неожиданно. Посмотрите. Ну, Но он красиво. больше, он офигенский. Ну так вот, почему Android? Дальше хотела сказать. Потому что на андроиде можно вставить все что угодно взломанное. Боже, я не знаю, тут пиратить же типа можно, нельзя. Если что, запикаешься. Чупик, аккуратно нос. Надо сначала собака должна понюхать. Посмотрите, какой у нас культурный. Сначала Чупик все понюхает. Культурная, умная, культурная собака моя. И... Так, может так? В конфетах. Ой, я так рада, что эта обновка появилась. Ой, класс. Да. О, Но ну он с сильно больше. Ну, децидованием. я ж Он предупреждал. прям не Но это может и офигенский, хорошо. да. Блин, Все-таки как открыть? Ну, большой всё-таки да. экран, большая батарея. Большой мозг. А, вот, блин, вот я тупень. А зарядка тут есть, интересно? Я просто вспомнила. Да, интересно. Класс! Он такой тоненький. Да не, Android. Вообще, мы давным-давно уже на андроидах с Сашей, потому что, как я сказала, очень много всего. Стилуса нету, а он и не Пускай. должен быть. Ну, кабель только, да. Кабель, а Инструкция. инструкция. Ну, ничего, блоки сейчас редко бывают. Хотя в каких-то обзорах я смотрел, была зарядка. Ну, ладно, за эти деньги не обязательно. Да ладно, блоки эти сейчас можно купить за 20 злотых. Вот мы давным-давно на андроидах, потому что
Ну, все удобнее. Я не знаю. Ну, конечно, сейчас борется 2 мира: iPhone и Android. Мы с Сашей за андроиды. У меня Samsung, у Саши вообще там не знаю что, какой-то. Что у тебя? OnePlus. Ноунейм какой-то. Ну и, короче, вот, мы купили вот этот Redmi, но к нему надо же что-то красивое, что-то удобное. Чупик, смотри, что тебе классное купили. Мультики тебе включать будем. М? Мультики будем включать. На, понюхай. Сейчас налеплю на нос. Столько всего. Ну, это понятно, что это для планшета. О, ну, наконец. Уа! О, вот это хорошая вещь. Это двухсторонний скотч. Мгм. Это ты до бесплатной доставки? Нет, до скидки. До скидки? Там, Мгм. короче, надо было что-то добавить. Это, не знаю, злотых за 7 я Мгм. добавил, чтобы скидка 20 злотых была. Не то чтобы необходимо, но ради Нет, вообще это скидки в почему доме нет? супер вещь. Ну, У нас есть двухсторонний скотч, и мы периодически к нему прибегаем. Ну, это точилка, короче. Обычная точилка. У нас просто Саша какую-то там заказал. Слишком, не знаю, для меня слишком трудная. Там надо столько времени, там, я не знаю, какая-то полировка, какая-то точилка. Ну, очень сложно. Состоит из 2 частей. Там надо только под определенным там из углом 3 даже. чистить. Ну Ну, да, ой, чистить этот, в смысле, точить. неважно. Короче, какой-то полный бред. И вот она, моя, я говорю, можно мне, пожалуйста, обычную, самую, понюхай, самую обычную мне, пожалуйста, можешь, чтобы я... А смотри, тут ступеньки есть. Первый, второй, третий. Типа и Там для полирование. ножниц, может, или тут нет. А, Ну, там блин. как-то надо посмотреть. Я говорю, мне просто вот, пожалуйста, обычную, чтобы я вот заточила за секунду. Не вот этот час мне полировать под Доставать определенным камни углом. эти. Эти камни. Ладно. Ну, там не совсем камни, ну да, Ну, я не знаю, такая что. какая-то роликовая точилка Мгм. такая. Ну, короче, она мне не нравится. А Саше тоже нет особо времени вот это Ну, натачивать это минут ножи. 15-20 Ну, надо, ну. зачем? Когда за 15 минут можно потратить на что-то другое. Чупик тоже, знаете, особо. А что вы не собираетесь точить ножи родителям? Это шо? А, тут много стекол. 2. Целых 2. Ну, это неинтересно, это стекла. Защитные, хорошие, надеюсь. Да хорошие, что с ним не так. Так. А, ну и вот. Оно самое. Круто. Понюхать надо. Пшедевшистки. Чупик, ну посмотри. Уже знаю. Лизуны свои. Хорошая собака. Так. Посмотрим. То есть камера. А, тут еще интересно, хорошая камера. Не. Будем вас снимать на эту камеру. Оп, оп, супер. Блин, это ж я теперь YouTube буду смотреть. Ну, там Офигенски. разрешение А, ого-го. ну да, а в этом, ну это ну я могу показать, Не, какой у ну, нас экран планшет. качественный, Ну просто, ну, да. он А, и 7 это, сколько посмотрите, дюймов какой там. красивый, классный. Блин, офигенский. Ну, а что мне надо? Мне реально, я смотрю только свои сериалы и, ну, какие-то там сериалы, и смотрю в основном YouTube. И чтобы он батарею держал. Ну, офигенски просто. Давай включим хоть. Ну, настройки там М. уже это не важно. Ну, Сашка настроит. Он не включается, он Там, батарею может, просто. надо выдернуть О, что-то. есть. Или... Ну, Андрей. все, там Все, все будет ребся. хорошо. Ну и все. Спасибо за просмотр. Гвоздь. Хоть бы экран не трясся. Это оно не я, это вот оно как-то вот об этот пластик. А, кстати, он железный, корпус вот этот. М. Так что спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подобайки. И чё? До скорых встреч. Ну, каких-нибудь скорых. До скорых встреч.